Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что нужно делать в своем доме, чтобы улучшить свое финансовое положение. Друзья, очень важная и ценная информация, которую мы рекомендуем вам просмотреть от начала до конца. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Это наш с вами энергообмен. Друзья, кто ставит лайк этому видео, к тому деньги приходят легко и с удовольствием. Вы знаете, на протяжении всей своей жизни мы окружаем себя различными вещами. Порой приносим что-то в дом и не задумываемся о том, нужно нам на самом деле это или же нет. А делаем так просто потому, что данная вещь нам просто понравилась. Есть подарки, которые попадают в наш дом от близких и порой не очень людей. Хотим мы этого или нет, но боясь им отказать, мы принимаем все без исключения. Также в доме мы храним вещи, которые приобрели много лет назад, и они для нас стали где-то дорогими. Некоторые из них имеют даже особый смысл и значение, но мало кто из нас задумывается о том, что каждая вещь несет свою энергетику. Она способна притягивать в наш дом как положительные, так и отрицательные энергии. А есть и вещи, которые способны разрушать все, что их окружает, перекрывая доступ для нужных энергий. Когда в нашем доме накапливается большое количество вещей, мы не можем контролировать энергии, которые поступают, а эти вещи, которыми мы долго не пользуемся или же у которых имеют определенные изъяны, способны притягивать негатив и мешать энергиям, которые важно, чтобы они передвигались по дому. Если наш дом становится обителью для негатива, в нем становится тяжело находиться, не хватает воздуха, пропадает нормальный сон, начинают преследовать кошмары и страхи, а депрессия и плохое самочувствие не заставляют себя долго ждать. Через короткий промежуток времени нахождения в таком доме возникает желание просто выйти из него и больше не возвращаться. В нем портятся отношения между членами семьи, а после этого и у каждого человека, который живет в таком доме, начинают происходить проблемы в жизни, преследовать неудачи различного рода. Далее в этом видео мы поговорим о том, чего не должно быть в вашем доме, от чего срочно нужно избавиться и как и когда правильно это делать, чтобы только светлые и положительные энергии наполняли ваш дом и окружали всех, кто в нем живет, а соответственно приятные моменты и счастливые события только происходили в жизни таких людей. Старые, помните, порванные, поломанные вещи мешают поступлению денежной энергии, притягивая в дом денежные проблемы, а порой, если ничего не менять, и безденежье. Не стоит забывать и одну очень простую истину, что вы никогда в свою жизнь не получите ничего нового, пока не избавитесь от старого, что занимает не только физическое пространство, но и энергетическое. Избавляться от старых вещей желательно на убывающую луну. Перед тем, как вынести эти вещи из дома, зажгите свечу, сделайте вокруг этих вещей 3 круга свечой, проговаривая при этом такие слова: огонь силой своей помогает, эти вещи любой энергетики лишает, их обнуляет, они больше угрозы в себе не несут и вред абсолютно никому не причинят. Когда вы скажете эти слова, капните 3 капельки воска по центру кучи из вещей, которую вы сложили. Затем соберите все это в пакет, посыпьте сверху 3 щепоточками соли, и если свеча за это время не догорит, затушите ее и также положите в этот пакет. Это простое действие поможет вам не только избавиться от ненужных вещей, но и вы сможете разорвать с ними связь. Сделайте это, и вы увидите, сколько новых и полезных вещей и предметов у вас после этого действия появится. Теперь вернемся с вами к списку того, чего не должно быть в вашем доме.
Помните, на вашей кухне не место надбитым тарелкам, чашкам. Такая посуда приносит в дом финансовые проблемы, а те члены семьи, которые больше всего используют ее, могут даже потерять работу, что прекратит любые денежные поступления. Не стоит игнорировать различные потертости на посуде. Это касается и позолоты на чашках, тарелках, так как нарушается целостность круга, а соответственно искажается любой энергетический посыл, что ничего хорошего, соответственно, вам не принесет. Сковородки, которые уже невозможно отмыть, к которым прилипает еда во время готовки, также должны быть убраны из вашего дома. Не только из-за того, что это не эстетически и давно пора заменить их на новые, а еще из-за того, что когда еда прилипает, портится, у вас не получается то, что вы задумали, и вы начинаете нервничать, расстраиваться. Еда принимает весь этот негатив от вас, а во время того, как вы и ваша семья принимаете эту пищу, вы вбираете данный негатив, а затем начинаете излучать его и притягивать, соответственно, в большем количестве. Ведь вы знаете, что человек притягивает то, что он излучает. Это принесет вам проблемы со здоровьем, с суставами, с позвоночником. Поэтому замените такие атрибуты на новые. Не рискуйте. Кастрюли также должны быть у вас чистыми, ухоженными. Не нужно, чтобы на них были какие-то вмятины, сколы. Если они эмалированные, так как они часто контактируют с водой, а такие погрешности способны притягивать негатив. Вода это все приумножает, и вы снова-таки принимаете все это вместе с едой в пищу. Если вы будете использовать погнутые кухонные ножи, вилки, или же если на них будут какие-то видимые изъяны, тем самым вы будете разрушать в такой момент свое энергетическое поле, станете подвластны любому чужому влиянию извне. Вас легко будет сглазить или же подчинить своей воле, поэтому им также не место в вашем доме. Многие люди любят накапливать такое, как пустые банки, бутылки, знаете, а вдруг когда-то пригодятся, а потом удивляются, что много работают, а заработать ничего не могут. А ведь нет ничего удивительного, потому что такие емкости, кроме пустоты и безденежья, не способны ничего больше привлечь в жизнь человека. Им место в подвале, в гараже, в кладовке, но ни в коем случае не на вашей кухне или же в спальне, что еще хуже. Поэтому научитесь от такого избавляться. Оставляйте только такое количество, которое вам действительно необходимо. И обязательно вовнутрь кладите по лавровому листику и монете большого номинала. А также они должны быть закрыты крышками. Используя этот старинный секрет, вы не останетесь никогда без денег. Далее старые мочалочки для кухни, различные тряпочки, полотенца, особенно на которых есть дырочки, должны меняться периодически. Ведь если вы будете использовать такие вещи и жалеть их, то благополучие уйдет из вашего дома. Зашитые полотенца притянут денежные потери. Далее, старые закрутки, крупы, у которых истек срок годности, специи должны также вовремя покидать ваш дом. Кухня – это сакральное место в доме, а такими продуктами вы целенаправленно притягиваете негатив, что принесет вам не только проблемы с поступлением денег, но и разрушит особенную энергетику вашего дома, чем принесет каждому члену семьи свой вред и свои проблемы, от которых не получится с легкостью избавиться. На кухне не должна находиться и старая техника, которая не подлежит ремонту. Во-первых, если задуматься, зачем вы ее храните? Вы сами не дадите ответ, к сожалению, на этот вопрос. А во-вторых, пока у вас место занято тем, что не работает и притягивает только вам ненужной энергии, тем самым перекрывая доступ к нужным, вы не сможете получить ничего нового. Избавляйтесь от таких вещей без сожаления. Показывайте, что вы готовы к чему-то новому, к положительным изменениям, и они не заставят себя долго ждать. Стоит раз в 3 месяца перебирать и все документы в доме, пересматривать накопившиеся чеки, упорядочивать квитанции. Все, что не нужно, не должно залеживаться и накапливаться, так как, казалось бы, такие безобидные вещи, а негатив приумножить способны очень легко.
Такие бумаги лучше сжигать, выйдя на улицу. Так вы и негатив сразу будете весь убирать, который данные бумаги уже успели привлечь. Перед тем, как заняться шкафами, нужно посмотреть на свои вещи со стороны. Все то, что вы уже давно не носили, вынимайте первым делом. Затем то, глядя на что вы испытываете неприятные ощущения или эмоции, так как такие вещи очень опасны и способны притягивать проблемы различного рода. После этого обязательно пересмотрите обувь, так как старая порванная обувь способна перекрывать сильные энергетические каналы, а также она показывает денежной энергией, что вы жадный человек, так как вовремя не избавляетесь от таких вещей, а денежная энергия к жадным людям никогда не придет, ведь это не соответствует ее правилам. Если то, что вы отложили, имеет еще приглядный вид, отдайте нуждающимся. Нет, выбрасывайте. Когда шкафы у вас освободятся, обязательно подождите лавровый лист, окурите и проговорите такие слова: «Связь со старыми вещами больше не имею. От них избавилась, для чего-то нового место освободила и положительные энергии приманила». Это поможет привлечь то, чтобы вы хотели увидеть в данном шкафу. Также нужно быть осторожными и со старыми постельными комплектами. Если они будут зашиты, они будут порваны, и вы продолжаете их использовать, то таким образом вы привлечете в свою семью не только личные проблемы, размолвки, недопонимания, но и тем самым поставите блокировку для поступления энергии, которые отвечают за достаток. И если вовремя не исправите это, нужда придет в ваш дом. Финансы, которые вы скопили, вы можете просто их потерять. Постели должны быть из натурального материала. Пусть их будет немного, но вы должны испытывать удовольствие, используя ее. Она должна вызывать у вас счастье во время сна. Вы таким образом будете притягивать положительные энергии к себе и своей второй половинке. Отношения будут крепкими в таком случае. Также не стоит накапливать и детские игрушки, которыми ваш малыш не играет. Те, которые поломаны или порвались, так как все это способно притягивать негативные энергии. А ребенок, помните, имеет слабое защитное поле. Продолжая находиться в окружении таких игрушек, он будет окружен постоянно негативом, из-за чего будет ощущать постоянное беспокойство, капризничать и плохо спать. Поэтому избавляйтесь от таких вещей, старайтесь, чтобы ваш ребенок находился в окружении только целых, хороших и нужных вещей. Так вы сможете его обезопасить от того, что способно ему навредить. Детские вещи, с которых вырос ваш малыш, отдавайте без сожаления. Перед тем прополосните обязательно в соляном растворе, чтобы разорвать связь с вашим малышом. Если вам когда-то нужны еще будут детские вещи, они обязательно к вам придут в нужном количестве. Ведь хорошие поступки возвращаются. Отдав это на каком-то этапе, вы получите, когда нужно будет вам. Также не стоит накапливать большое количество вещей, предметов, атрибутов, чтобы потом не возникал вопрос, а как от этого всего избавляться. Но не держите в доме то, что вызывает неприятные у вас эмоции. Научитесь правильно и вовремя избавляться от ненужных вещей. Это поможет не только не перекрывать доступ к чему-то новому, но и сделает так, что проблем с деньгами у вас никогда не будет. Все, что нас окружает, должно притягивать счастье, а не наоборот. Вещи – это всего лишь вещи, и они должны служить вам, притягивая то, что вы пожелаете, а не наоборот. Вы должны попасть в зависимость от них. Ну и, конечно же, не забывайте, все новое приходит в тот момент, когда от старого не остается и следа. Поэтому выбрасывайте, избавляйтесь без сожаления, и вы увидите, какая легкость будет вас наполнять, а светлые энергии, окружая вас, будут радовать. Друзья, мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране, друзья, увидите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья! Услышимся уже с вами в следующем видео.